Куда жаловаться на МФО? Нередко микрофинансовые организации в попытке вернуть свои деньги заходят дальше, чем разрешено законом, посылают жестко действующих коллекторов, накручивают штрафы до невероятных размеров, звонят по ночам. Кроме того, рынок МФО не самый благонадежный. Клиент какой-нибудь небольшой микрокредитной компании может внезапно обнаружить, что договор был составлен с лазейками, позволяющими МК забрать намного больше денег, чем предполагалось изначально. Во всех этих случаях, как и во многих других, клиенту нужно защищаться, и лучший способ – жалобы в различные инстанции, которые могут усмирить разбушевавшуюся кредитную компанию предупреждением, предписанием или заведением административного дела. Основания для жалобы на МФО. Для начала проясним, если вы брали микрокредит в МК и не вернули его, организация имеет законное право действовать, звонить вам и напоминать про долг, начислять пеню, подавать в суд. Все законно заемные деньги нужно возвращать. Основания для жалобы появляются тогда, когда микрокредитная компания выходит за рамки закона либо при истребовании долга, либо при заключении договора. Весомые причины для жалобы. У МК нет лицензии на выдачу микрокредитов. Организация размещает на своем сайте или в офисе неверные или вводящие в заблуждение данные о своих предложениях, или вообще ничего не размещает. МФО препятствует возвращению долга, чтобы накрутить штраф. Компания использует запрещенные способы возврата денег, раскрывает ваши личные данные, передает без вашего согласия право на кредит коллекторам. Годовая процентная ставка по кредиту сроком до года превышает 365%. Вам оформили микрозайм с обеспечением в виде залога недвижимости. Сумма штрафа плюс просрочки превысила двукратный размер тела мини-займа. С вас взяли дополнительные деньги без вашего ведома, за реструктуризацию, например. Микрофинансовая организация без вашего согласия изменила условия договора после того, как он был заключен. Сотрудники МК или коллекторы звонят слишком часто или делают это в запрещенное время. МФО игнорирует вашего адвоката и продолжает вам звонить. Коллекторы оказывают психологическое давление, угрожают или делают что-либо, что наносит вам вред. Как видите, причин для жалобы много. Разберемся, как ее составить и куда отправить. Как правильно составить жалобу? Простой совет. Если собрались подать жалобу в какую-то государственную организацию, свяжитесь с ней по телефону, через интернет, лично и попросите форму для жалобы. Это повысит шансы на быстрое рассмотрение. В целом в жалобе должна быть следующая информация. Куда и кому вы ее направляете? Чтобы узнать, кому направлять, свяжитесь с госорганизацией, кто вы и где вы проживаете, когда и у какой микрофинансовой организации вы брали микрокредит, на какую сумму и под какой процент, когда нужно было вернуть, сколько насчитали задолженности, что МФО делало для возврата долга, в чем состоит суть жалобы. Желательно еще указать номер договора с МК. Заодно оставьте свои контактные данные, чтобы вам сообщили результат рассмотрения обращения. Куда отправить жалобу? В какую государственную организацию нужно обращаться при различных нарушениях? Центробанк. Жалоба в ЦБ на МФО имеет смысл тогда, когда у микрофинансовой организации нет разрешения на выдачу микрозаймов. Проценты по кредиту слишком большие для рынка. Данные о вашем выплаченном микрокредите не занесли в ПКИ. МФО нарушила правила возврата долга, раскрыла кому-то вашу личную информацию, к примеру. Ставка превышает 1% в день, при этом кредит выдается на срок до года. Штраф и просрочка превысили максимально допустимую по закону сумму. Вас не уведомили о полной стоимости кредита. Всплыли скрытые комиссии. Условия договора внезапно изменились без вашего ведома. Жаловаться в Центробанк очень эффективно. При наличии у МК серьезных нарушений ЦБ может лишить ее лицензии, а если ее не было, подать документы в суд. Роспотребнадзор. Микрозайм потребительский, поэтому некоторые нарушения от микрофинансовых организаций попадают под юрисдикцию Роспотребнадзора. Какие именно? В договоре нет пункта о том, что вы не разрешаете передавать свою задолженность сторонним организациям-коллекторам. Компания взимает комиссию за бесплатные вещи, отказ от страховки и пролонгацию. Вам не предоставили полную информацию о способах погашения мини-займа. Жаловаться в Роспотребнадзор можно через интернет, в прокуратуру. Писать жалобу в прокуратуру нужно тогда, когда коллекторы или представители микрокредитной компании угрожают вам и вашим близким, звонят ночью, подкарауливают вас на улице и так далее. Перед тем, как составлять жалобу, обязательно узнайте у коллекторов, в какой организации они работают.
это ускорит процесс. Желательно узнать и фамилию, имя, отчество конкретных надоедающих вам сотрудников. Но эту информацию выдаст далеко не каждый коллектор. Финансовый омбудсмен. Финансовый омбудсмен – это практика, недавно появившаяся и активно развивающаяся в России. Суть омбудсмена – это юрист, решающий денежные вопросы в досудебном порядке. Причины для обращения – те же, что и для Центробанка. Отличие омбудсмена от суда и ЦБ заключается в следующем. 1. Он решает финансовые споры быстрее, чем суд, в течение 15-30 дней, в то время как судебная тяжба может длиться месяцами. 2. Вам не нужно быть юридически подкованным, можно объяснить проблему своими словами, юридическую составляющую возьмет на себя омбудсмен. Таким образом, финансовый омбудсмен решает и проблему клиента с наймом адвоката, и проблему судов с высокой загруженностью. Чтобы подать жалобу, найдите омбудсмена и напишите к нему обращение в вольной форме. ФСП, Федеральная служба судебных приставов, следит за тем, чтобы взыскание долга проходило по закону. В ФСП можно обратиться, если есть следующее нарушение. Микрокредитная организация звонит или пишет по поводу долга вашим родным, хотя вы не давали на это согласия. МК нарушает правила количества или времени звонков. Звонит больше раза в сутки, 2 раза в неделю, 8 раз в месяц, звонит ночью. Вам названивает МФО или коллекторы, хотя вы наняли адвоката, через которого должна происходить связь. Коллекторы угрожают физической расправой или огромными штрафами. Написать в ФСП можно онлайн. ФАС. Федеральная антимонопольная служба может заинтересоваться микрофинансовой организацией в том случае, если последняя нарушает законы о рекламе. Основных нарушений 2. МФО рекламирует себя, хотя ее нет в реестре Центробанка, и предложение организации, размещенное на сайте, не соответствует действительности, в договоре написано другое. Когда не стоит подавать жалобу, можно выделить 2 основных случая, когда не стоит обращаться с жалобой в серьезные структуры. 1. Микрофинансовая организация ничего не нарушила. 2. Вы хотите попытаться мирно урегулировать спор. В первом случае вы зря потратите свое время. Ответ от государственной организации может прийти через месяц, и он вам ничего не даст, а пеня за это время увеличится. Во втором случае лучше написать письмо непосредственно в МФО, а не в ЦБ или прокуратуру, если госструктура придет в микрокредитную организацию с проверкой по вашей наводке. О мирном урегулировании конфликта можно будет забыть.